всем здорово, всем привет. Зрители наши просили, подписчики, зрители просили показать, как я выпаиваю большие микросхемы. То есть процы, там, флешки и так далее. Ну что ж, пойдем на поводу у наших зрителей и покажу, как это делаемся. Значит, начало процедуры я уже начал. Вот у нас первая пришла платка. Вот микросхемка у нас есть. Значит, микросхемку нашу зовут 29F200. Что мы будем использовать? Будем использовать, понятное дело, флюс, которым я в первую очередь смазываю, значит, все дорожки, ножки, точнее, выводы этой чудной микросхемы, которую будем выпаивать. Кроме этого, используем вот такой вот чудный набор легкосплавкого припоя. Беру одну плюшку, в данном случае будет вполне достаточно, раскалываю ее пополам. Вот что у нас получается. Вот она. Вот она. Получается, микросхема у нас уже по факту. Прицеплю, значит, камеру и включу. Ой, камера упала. Какая-то падшая камера получается. Так. И зафиксировать. Вот. Все равно убегает собака. Надеюсь, будет держаться. И включу свет, чтобы вам было виднее. А себе на голову надену вот такую чудную штуку. Ссылка, кстати, тоже на нее есть внизу под видео. Где взять? Вроде бы держится. Итак, что мы делаем? В первую очередь, как я уже сказал, плюшку разделили пополам, а с двух сторон выводов микросхемы помазали все флюсом. Разносим аккуратненько вот этот легкосплавкий припой по всем выводам микросхемки. Аккуратненько прогревая разносим. То, что он здесь у нас остается, это, в общем-то, неплохо. Это даже нам будет очень сильно в некотором роде помогать. Прогреваем хорошо. Растягиваем по всем микросхемкам, выводам, чтобы прошло. Примерно разделяем. Вот она у нас такая чудная стала. Теперь, что мы делаем следующее? Мы берем волшебное приспособление. Вот такой вот сниматель. Если у вас его нет, конечно, хорошо, когда он будет. Но если его нету, можно использовать обычный пинцет. В принципе, ладно, давайте воспользуемся обычным пинцетом, потому что у кого-то его нету. Им удобно, на самом деле, ставим микросхемку, прогреваем, хлоп, поднимаем вверх, она сама поднимается. Будем использовать, кстати, ссылка на эту хрень волшебную, мега-пинцет, также есть внизу под видео. Пока вы ее не купили, я думаю, купите, если вам она удобна, будем пользоваться обычным пинцетом. Что мы делаем в первую очередь? Прогреваем выводы. По факту у нас должны мы увидеть, что легкосплавкий припой меняет цвет. То есть становится, грубо говоря, расплавленным. Прогреваем с одной стороны и параллельно греем с другой стороны. То есть у нас должна быть прогрета плата с двух сторон. Микросхема, точнее говоря, плата с одной стороны. Конечно, использовать паяльные станции с подогревом снизу было бы удобнее, но стоят они больших денег. Да и не у многих из подписчиков они, в принципе, наверное, есть. Оттого будем вам показывать, как это делать обычным феном. Вот мы прогреваем. Понятное дело, никуда она еще у нас не уходит. Держим немножко вот так вот под углом фен. А почему мы так его держим? Правильно, потому что теплый воздух попадает под днище микросхемы. Опа, вот, собственно, и все чудо. Что мы делаем в дальнейшем? После того, как саму микросхему подняли. Фен уже кладем, дальше он нам не нужен. Берем саму микросхему и собираем вот этот чудный припой, который к ней прилип. И вот, используя вот такую вот чудную хрень, ссылка на которую, кстати, тоже есть внизу
под видео убираем отсюда весь припой. Вот. Собираем и тоже делаем и с другой стороной. Чик. Все. Микросхемка уже, припой мы с нее сняли. Видите, какая прелестная стала. Но это еще опять же не все. Мы ее еще будем отправлять на купание. Потому что на плате присутствуют, как видите, и остатки флюса. Также тут мог присутствовать и другой какой-то элемент, типа лака и прочей гадости. Также, как видите, наша плата, да. Вот, то есть, паять сюда, в принципе, ну, я бы сказал, что негуманно и не цивилизованно. По этой причине мы что делаем? Правильно используем вот такой вот чудный сборщик, сеточку паяльную. Берем ее на платку, тоже аккуратно смотрите, чтобы не пособирать рядом стоящие какие-то элементы. Прогреваем. Опа. И вторую сторону. Опа. С одной стороны, можно, конечно, подумать, что вот оно все как красиво стало, да, можно паять, а нет. Я не сторонник сразу сюда начинать что-то напаивать. Вот этот кусочек, который уже израсходовался, я откусываю. Беру немножко флюса. Вот. Такого вот чудного. Просто использую его. Он мне больше всего нравится. И собираю остатки. Вот что у нас получается. Думаете, это все? Этот кусочек я пока не откусываю. Тут, в принципе, его незначительное количество. Так что, в общем-то, можно, я думаю, его и оставить пока что. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем чудный раствор по фамилии Спиртус необыкновенникус. Некоторым бухарикусом помогарикус. И стираем остатки с платы. Смотрите, как красиво выглядит, да? Думаете, это все? Опять не угадали? Опять же, берем ватные палочки эти чудные и уже более аккуратно протираем плату. И второй стороной, понятное дело, остатки спиртикуса необыкновенникуса с платы собираем. Помните, какая она чистая была? А во, черная. Вот это все гадость. Не знаю, в камере она видна хорошо, нехорошо. Это вот все мы собрали уже с той, с которой почистили спиртом и почистили поверху. Вот такая вот чудная плата. Вот все. Теперь платка чистенькая и готова к установке микросхемы. Самое главное, не забывайте помечать, куда выходил первый вывод. Собственно, вот такая вот картина. Микросхемка идет у нас на купательные процедуры в растворитель. И потом, после купательных процедур в растворителе, микросхемку будем читать, писать, а потом записывать, запаивать на место. Как ее запаять на место, если вам интересно, я тоже вам сделаю соответствующий видос. Пишите внизу в комментах. Хотите вы увидеть, как паять такие микросхемы, или ну его нахер. В общем-то, вот такая вот картина. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, внизу в комментах пишите, хотели бы увидеть, как паять эти микросхемы на место или нет, либо пишите что-нибудь еще интересное. Вот, кстати, видите, ИМА-ОФФ написано здесь. Вот так. Вот. Не забывайте вам помочь в отключении мобилайзеров, привязке ключа к машинке, пин по вину, пин по прошивке, краш погасить. В общем, все программные аппаратные дела с блоками управления. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Внизу в комментах писать я сказал. Нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока-пока.